Друзья, Xiaomi Mi Box S это вторая ревизия, это вторая версия этого Mi Box. И стоит ли переходить со старого Mi Box S 4K, который был еще на стареньком процессоре на 905X, на вот этот вот новый? Стоит ли покупать сейчас старый? И вообще, почему стоит покупать Xiaomi Mi Box S 4K второй генерации, вернее, второго поколения, а не покупать уже старый, и его нужно бы, конечно, поменять. Давайте обсудим сегодня в этом вот таком вот информационном обзоре на канале Технозон. Поехали! Слушайте, когда я выпустил обзор на Xiaomi Mi Box, вот этот вот второй ревизии, вот он у меня вот есть подключен, потому что я вам покажу некоторые плюшки, ему пророчили провал, но с тех пор он стал бестселлером, и это просто, то есть только по этой ссылке, которая у меня под видео, продано больше 2000 штук, а этих ссылок на самом деле существует с десятка, 2-3, и их продано больше там миллиона, на самом деле, на старте продаж. Ребят, вы себе не представляете, какой ажиотаж он создал. И когда мне начали приводить такие примеры, а вот Mi Box простой дешевле, нет, он стоит не дешевле, дешевле стоит Mi Box второй генерации, он стоит 52 бакса. Для тех, кого, кстати, раздражает, что я говорю генерация, это потому что для меня английский немножко ближе, чем русский. Во-вторых, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, и обзор на Mi Box, на два Mi Box, на простой и на этот Mi Box лежит в описании под видео, как и ссылки на проверенных продавцов. Но мы обо всем не об этом. Смотрите, стоит он на текущий момент 52 бакса. Вот давайте мы в эту цифру думаемся. Простой Mi Box S 4K, который старенький, вы еще попробуйте сейчас найти за 52 баксов. Это если вообще найдете, его не продают. Но стоит-то вопрос у нас сейчас: покупать вместо него новый, либо не покупать. И до каких пор можно использовать старенький Mi Box. Тут смотрите, а вот, кстати, они простой Mi Box S продают, по-моему, это еще старый, да, на Bluetooth 4.2, это мы сейчас сравним, на Bluetooth 4.2, на Android TV 9, смотрите, для того, чтобы это понять, нужно понять, что же и для какого телевизора нам подходит первая версия Mi Box, а для какого телевизора вторая. Обычно рекламные проспекты заходят в такое вот сравнение, оно очень слабенькое. Mi Box S второй ревизоре против Mi Box S первой, это там Android TV 9, здесь Google TV, но они считают это лучше, хотя, честно вам скажу, Android TV лучше. Во-вторых, тут считают Cortex A55 на 2 ГГц лучше, они умалчивают, что там стоит Cortex A53 на 1,5 ГГц, они не пишут здесь 1,5, Bluetooth 5.2 здесь, там 4.2 и 2 на 8. И вроде бы все, да, небольшая разница, все хорошо, есть более расширенные моменты сравнения, как мы видим, что там еще и Mali 450 GPU стоял, графическая карта, здесь у нас стоит Mali G31 MP2. И плюс там была поддержка 4К 60 FPS, но не полная, сейчас тоже будем обсуждать. И 4К 60 FPS Dolby Vision HDR10 плюс здесь. И во всем остальном тоже HDMI 2.1 поддерживает 8К разрешение, не поддерживает 8К разрешение, здесь HDMI 2.1. Он здесь нужен для того, чтобы полноценно вывести 4К Dolby Vision 10-битный. Тут тоже такая спецификация HDMI 2.1 уже необходима, и Bluetooth 5.2. Вроде бы все хорошо, но давайте мы перейдем на сам Mi Box. Да, Mi Box изменился, да, Google интерфейс задолбал. И старый привычный Android TV интерфейс, который вы сейчас, кстати, видите, он вроде бы как хороший, у него есть строки рекомендаций. Я, например, сейчас нахожусь в Европе, у меня строк рекомендаций приложений нет, у меня он выглядит вот таким вот образом. И сам по себе интерфейс Google TV становится абсолютно такой себе, знаете, чем больше, он становится каталогизатором. Каталогизатором в чистом виде, потому что здесь есть и библиотека, которой вы можете управлять со своими watch-листом прямо допустим, из того же самого телефона или с компьютера, то есть это вот такая есть штука. Но начнем с того, да, Google TV здесь это минус. Но мы говорим сейчас о физическом просмотре фильмов. Для чего же покупается TV-бокс изначально? Правильно, для просмотра контента. И то, что здесь нет глобального поиска по всем приложениям, хотя стоп, он уже есть. Он уже есть, даже на FOPDA инструкция есть. И делается все очень элементарно через TV Quick Actions, через скрипт вешается глобальный голосовой поиск, при каждой загрузке он будет у вас появляться. И у вас будет работать глобальный голосовой поиск.
И даже научились менять лончер на какой-нибудь простой, почему-то все ставят там простой лончер, F-лончер, который скачивают, переназначают кнопки. Я не понимаю, зачем это делать, но давайте мы закончим с интерфейсом. Android TV там, который, да, он удобен тем, что там есть строки приложений. Стоп! Но строки приложений. Как часто вы обращаетесь к строкам приложений? У меня есть Android TV платформа, есть Google TV. Честно вам скажу, я привык работать в самих приложениях. То есть для меня вот эта вот фигня со строками, пока я пойду, да, неудобно, да, некрасиво, казалось бы, но я словил себя на мысли о том, что к этим строкам я обращаюсь крайне-крайне редко. Напишите, кто конкретно использует постоянно эти строки. Я не использую. Я вам честно скажу. Хорошо, ладно, строки. Но если вам вдруг по какой-то причине не нравится такой интерфейс и хочется вообще чего-то простого, то в Google TV неожиданно, давайте я вам сейчас покажу, есть такая штука, как просто режим приложений. Для этого вам нужно пойти в ваш аккаунт, в управление аккаунтами, просто-напросто зайти и выбрать режим только приложения, включить его, и вы получите просто вот такой вот интерфейс, не выходя из коробки, без каких-либо рекомендаций фильмов. У вас будет просто Simple TV Box с вот таким вот набором просто тупо приложений. Да, здесь не будет вообще работать голосовой поиск в виде ассистента. Там 1, 2, 3, 4, 5. В этом профиле ассистент отключен. Давайте попробуем, сможет ли он работать внутри приложений, например, внутри того же YouTube. Идем здесь в поиск. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И, о чудо, внутри приложений здесь голосовой поиск работает. То есть здесь голос просто работает. Ну как так? То есть все нормально работает. И раз мы уже дошли до YouTube, то давайте уже не пинать старичка Mi Box S простой, потому что 4К 60 FPS в HDR он, откровенно говоря, просто-напросто не проигрывал. Слишком уж слабоват процессор был, да и видеоускоритель слабоват. И если мы включим с вами сейчас, допустим, ту же самую дикую реку 4К, то Mi Box S второй ревизии ее проиграет очень даже просто, без каких-либо проблем. Ну, я сейчас на мобильном интернете, не знаю, возможно, будут проблемы, но это не столь суть важно. То есть он будет 4К идти тягать без дропов, все в идеальном варианте исполнения. И как бы вы ее не мучили, это будет работать отлично. То есть здесь мы имеем явное преимущество. То есть о чем это говорит? YouTube, 4К, 60 FPS, HDR мы сможем проигрывать. А если вам нужен автофреймрейт в YouTube, то, пожалуйста, используем, допустим, тот же самый SmartTube Next в паре с TV Quick Action. Да, и несмотря на то, что у первой версии Mi Box реализован был автофреймрейт системный от Google, то здесь мы с вами имеем сейчас автофреймрейт, который реализован через TV Quick Actions, он давным-давно работает, все суперово, ну я как бы не буду показывать, я просто не использую автофреймрейт, я использую уплавнялку на своем телевизоре LG. Но давайте вернем к традиционному виду, который у нас есть. Я к нему уже привык и даже покажу вам некоторые плюшки, которыми я пользуюсь. Давайте отключим режим только приложения. Что же нам предоставляет такого Google интерфейс, то чего нет в Android TV интерфейсе? Но как минимум мы можем с вами добавить детский профиль с ограниченными возможностями. Обычно мне там пишут, обычно мне там пишут, что же делать, как мне заблокировать для ребенка, чтобы он там ничего не делал. Пожалуйста, здесь есть конкретно детские профили. И здесь уже пошло создание профиля ребенка, и сможете ограничить его как можете. Но это еще не все. То есть то, что у нас... Давайте вернемся к аппаратной части. У нас в этом Mi Box мощнее практически все. Объясню. Те, кто ожидал здесь увидеть какой-то нереальный Wi-Fi, он остался таким же самым. Осталась та же самая формула памяти 2 на 8, а вот центральный процессор у нас улучшился на целых 0,5 ГГц, то есть на 500 МГц. Это стал Cortex A55, 4 ядра по 2 ГГц. И это очень даже неплохо. То есть он начал вытягивать то, чего раньше не мог простой Mi Box. А здесь говорится и про
большие фильмы через определенный сервер. И в силу того, что сейчас очень сильно лютует YouTube, я не могу называть, какой сервер и какие фильмы и откуда. Но вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть здесь эти далеко не 20, 50, там 40 гигабайт, как это было на первом Амибоксе. Это уже ничего себе. Здесь уже можно и 50, и 60 погонять. Но это такая себе тема, она уже умирает, поэтому о ней мы разговаривать-то не будем. Дальше. За отображение отвечает у нас Mali G31, а графический процессор здесь поинтересней. Сеть с нормальным коннектом, и нормально она работает, 200-250 мегабит свободно вытягивает. Android 11. Да, Google TV на базе Android 11. А теперь давайте подумаем. Простой Mi Box — это Android TV 9, который уже ничего больше не получит. Вот и все. Никаких серьезных изменений не будет. А вот этот TV-бокс получит как минимум 12 и 13. То есть у него должно пройти две версии. Вот так вот. С 12-м гуглом мы получим с вами нативный автофреймрейт, хотя здесь автофреймрейт есть через TV Quick Actions, и будем здесь иметь более интересный момент. К тому же здесь есть поддержка новых кодеков, таких как AV1, да, как минимум, плюс здесь, хотя здесь есть декодер DTS HD, но декодер DTS HD он не выводит в режиме pass-through, возможно в каких-то сервисах мы DTS HD получим. Но давайте теперь дальше. Что же поддерживал Mi Box S простой и что же поддерживает этот? Mi Box S простой поддерживал у нас обыкновенный HDR и поддерживал, да, там вывод каких-то фильмов 4К. Из стримов он поддерживал Netflix, да, примерно все то же самое, но поддерживал Netflix в HDR, тоже 4К. Но здесь мы с вами имеем, то есть он имел, допустим, все стриминговые сервисы, максимум 4К, HDR и Dolby Digital+. Здесь мы с вами имеем Dolby Digital, Dolby Atmos, мы здесь имеем DTS, мы здесь имеем Dolby Vision, 5 и 8 профиль, который как раз необходим для проигрывания того же самого Netflix. Да, там, то есть мы можем здесь проиграть Netflix в максимально возможном качестве. Мы при этом за счет более мощного процессора это все работает быстрее, все производительней. Что мы еще здесь имеем и в чем преимущество? Bluetooth. Bluetooth 5.2 мы можем сюда подключать Bluetooth акустику. Вот что немаловажно. То, что раньше там было у нас, ну мы сейчас вот имеем с вами, ну у меня сейчас не работает, допустим, подключено к HD захвату экрана, там нет ни Dolby Atmos, ни Dolby Vision, но сам факт того, что здесь это есть, здесь звук лучше. Вот давайте мы уже, изображение лучше в том плане, кстати, вот давайте так. Первый Mi Box, он имел ореолы из-за того, что там не был отключен шумодав. Здесь у нас ореолов нет, изображение четкое и поддерживает он четко он и в HDR, и в HDR10+, а он подходит для Samsung из-за хорошего HDR10+. У него Dolby Vision 5 и 8 профиль, который подходит и для стриминговых сервисов, это в частности Apple, Disney, Netflix, даже в Megogo появился Dolby Vision. И здесь я, кстати, в Megogo Dolby Vision фильмы находил, потому что Dolby Vision это всего лишь разновидность HDR. И плюс здесь звук лучше. Если простой Mi Box поддерживал Dolby Digital, простой, Dolby Digital Plus и простой DTS, то здесь это идет Dolby Digital Atmos максимальный, да, нет Dolby True HD, есть Dolby Digital Plus, Dolby Atmos и есть DTS точно так же. То есть мы имеем с вами прирост в качестве изображения, в качестве звука, в максимальном разрешении, потому что 4К ютубчик это уже проблема для него была. С автофреймрейтом, да, мы имеем автофреймрейт. Глобальный поиск решено. На ФПДА есть инструкции. Хотите инструкцию, закину ссылку на инструкцию в описании под видео. Сделайте себе глобальный поиск. Я не буду его за вас делать, потому что это дело каждого. Я использую поиск внутри приложений. Вот у меня сейчас есть, допустим, тот же самый ассистент. Я захожу в YouTube, да, там, и, например, вот в YouTube прям внутри, в главном меню, я просто «Дикая река 4К». Он услышал слово «просто». Дикая река 4К.
Вот, пожалуйста. И он ищет внутри приложения. Это будет развиваться. А сейчас я вам расскажу, почему все-таки нужно. Вот, пожалуйста, оно, то, что нужно было, оно нашло. То есть, а сейчас я вам расскажу, куда будет дальше развиваться Google TV. Да, кстати, еще для тех, кто мучается, боже, у него спрятан Play Store, что же с ним делать? Идем в приложение. Просто-напросто устанавливаем элементарный сайт-лот лончер, заходим в него, и там вы увидите и Play Store свой, вернее Google Play, и все остальное, то, чего вы не могли видеть раньше. А еще немаловажная функция, давайте, что же лучше в Mi Box 4K новом по отношению к простому Mi Box S, это обалденная функция управления, мать его, долбаным пультом. Вот скажите мне. То есть я вам объясню, в чем фишка. Дело в том, что в простом Mi Box он не мог использовать пульт для управления телевизором. Здесь есть инфракрасная опция, вы можете зайти и установить, ну у меня сейчас настройка, у меня завершена настройка, ну давайте я сброшу ради вас и покажу, в чем фишка. То есть у меня сейчас могу настроить мой пульт, давайте, нет ничего, вот я могу управлять и звуковой панелью, и ресивером, либо только телевизором. Если будет ресивер, то по HDMI ЦИК он будет выключать и ресивер, и телевизор, и сам ТВ-бокс, и то же самое со звуковой панелью. И это все работает просто-напросто прекрасно. То есть в этом тоже огромный плюс. А теперь я вам рассказываю, да, вот перед тем, как еще рассказываю, некоторые жалуются, что они не могут настроить вот эту строку, она не кастомизируется. Да, все кастомизируется, перемещается, пожалуйста. Если вы хотите сюда внести какое-то приложение, идем в раздел приложений. Давайте я вам сейчас покажу. Если уж никто не понимает, как кастомизировать Google TV, то вот вверху полоса — это то, что отображается в самой полосе. Если вам нужно что-то сюда доставить, мы, например, GeForce Now зажали, нажали переместить и перемещаем в верхнюю строку, оставляем там GeForce Now. Перемещаем туда, например, давайте Game Controller Tester. Просто-напросто нажимаем на нем и перемещаем, ну, пускай, допустим, на первое место. Выходим. И что мы видим? У нас эта строка изменилась, и все у нас кастомизируется. Теперь, куда же движется Google TV? Вы сейчас примерно видите куда, потому что вы здесь видите сейчас каталогизатор. Различные фильмы в жанре, рекомендации. И есть здесь такая штука, как библиотека. Вы видите здесь мои фильмы, которые, у меня дочка смотрит Wednesday, я очень люблю фильм «Черкасы» и очень люблю Финч на этом, поставил себе «Аватар», но здесь пока что не все, допустим, сервисы, допустим, Финч я могу посмотреть по подписке в Apple TV, то есть я могу посмотреть, вот видите, Apple TV, все хорошо. Он в списке просмотра, если мне нравится Финч, тут различные фишки, они сделали из Google этого всего действия просто-напросто максимально большой каталогизатор. А теперь смотрите, о чем же идет речь. Я сейчас захожу в приложение Google TV на своем смартфоне. У меня написано один телевизор рядом. Сейчас я выберу устройство. Вот есть еще ТВ-приставка Xiaomi. У меня их два. И мы видим здесь те же самые рекомендации. Это то, куда придет. Я вам сейчас поясню почему. Есть персональные рекомендации, есть библиотека, где мы можем собрать свою коллекцию, и есть список просмотра. Ничего не напоминает. Все это теперь синхронизирует. Я могу сейчас убрать, например, фильм «Аватар», и он исчезнет у меня на моем Google TV устройстве. Я могу сюда, допустим, ну здесь фильмы, я могу, например, поиск фильмов, найти какой-нибудь фильм, ну давайте, к примеру, 1984 какой-то там, «Чудо-женщина», блин. Есть у нас «Чудо-женщина», мы можем его купить 4К, там то да сё, 5-10. Есть у нас даже аудиодорожки украинские есть. Да ладно, слушайте, я прям могу это отсюда купить, добавить в список просмотра. Она у меня сейчас появится в списке просмотра. И при этом она доступна у нас в чем? В 4К, еще и в HDR, да еще и в Dolby Vision, да еще и в HDR 10+. А где же это она у нас по такой цене-то доступна, а? Я прям в шоке, вы прям в Google Play ее можете купить. Да ладно, с украинской озвучкой. Да ладно. Ну слушайте, ну классно же, да? Ну давайте куплю там, нет, «Чудо-женщину» не хочу, мне не нравится этот фильм. Давайте какой-то другой найдем там фильм, ну не знаю, что я хотел бы посмотреть.
Из последнего Тор помню. Да, вот Рагнарёк. Рагнарёк, давайте посмотрим Рагнарёк. Так, взять на прокат, купить. Сейчас посмотрим, в каких он озвучках доступен. К сожалению, моей нету. Но я вам объясню, в чем фишка. Да, сейчас не все пока есть. И те стриминговые сервисы, например, там, где я живу в Украине, например, тот же самый Мегуго, тот же самый какой-то там сервис Свит ТВ, они придут к тому, что они придут в Google и будут договариваться, чтобы их добавили в библиотеку Google ТВ. Объясню. Теперь я захожу сейчас на, допустим, каком-то из этих сервисов, захожу прямо сейчас, я могу взять на прокат, купить там все остальное в списке просмотра, уже смотрели, могу рейтинги ставить, могу посмотреть различные моменты, могу посмотреть качество, ну короче, и рейтинги, короче, все что угодно можно посмотреть. Это классный каталогизатор, который теперь интегрирован. У нас появляется дикая возможность это все кастомизировать, да еще и управлять. Хорошо, мы имеем с вами вот такое вот решение, и я вам честно скажу, я даже для себя сейчас выбор либо Mystic 4K, либо Xiaomi вот этот вот бокс второй генерации, я себе оставил Xiaomi Mi Box. Вот серьезно вам говорю, потому что я на самом деле в него влюбился. Влюбился по его мощности, по его возможностям, он отлично все воспроизводит. И вот я прям жду тот момент, когда начнут интегрироваться все сервисы. И для меня всплывает такой вопрос, что когда стоит менять старый Mi Box S, я сейчас перечислил, да, там его возможности, там какие-то моменты, я вам скажу, что я бы менял бы Xiaomi Mi Box S 4K старый только в том случае, если у вас появился более современный телевизор. Если у вас старый телевизор Full HD, либо 4K без HDR, либо старенький 4K, который вам не выдаст Dolby Vision, без Dolby Vision, то менять его не нужно. И поверьте мне, ну да, 4К 60 FPS старый Mi Box не сильно любит переваривать. Но поверьте мне, что вот как только вы будете покупать новый телевизор, то старый Mi Box это уже не для новых телеков, это однозначно. Если вы планируете покупать первый, вот мне задают вопрос, вот какой купить там Югус или там какой-то Танix или еще какой-то. А вот пишу, а что вы планируете смотреть? Я планирую смотреть официальный Netflix, либо там официальный Apple, либо еще что-то. И плюс там смотреть все остальные моменты, по которым можно смотреть. Говорю, а вы не сможете на них смотреть? Для этого вам нужен сертифицированный TV-бокс. И последнее время я зачастую конкретно рекомендую вот этот вот Xiaomi. То есть давайте вот такой вот сделаем вывод и подытожим, что я не советую менять Xiaomi Mi Box 4K, если он вас, первое, полностью устраивает, и во всех ваших сценариях, вариантах он работает, он будет работать еще очень долго. У меня до сих пор Mi Box 3 работает. Mi Box 3 до сих пор работает на 8-м андроиде и будет еще работать, дай бог, пару лет, это точно. Во-вторых, если у вас не 4К телевизор, не стоит менять. Покупать так уж новый точно не стоит Mi Box 4K, даже несмотря на то, что у него Android TV интерфейс, и мы с вами уже должны понять, вот напишите мне, кто как часто вот лазит в эту фигню, или когда там говорят, что ну елки-палки, я так вот ищу фильмы, так не ищи так фильмы. Зайди в любое приложение, там голосом найди фильм. Что, блин, трудно использовать такой момент? Ну да ладно, это уже, знаете, лень двигатель прогресса. В-третьих, я бы не советовал его менять, если у вас просто тупо нет денег. Покупать, ну, я бы сначала менял бы телевизор, уже потом бы менял TV-бокс. Но если вы покупаете свой первый TV-бокс и хотите смотреть официальные сервисы, Mi Box S второй ревизии, вот такая штука. Если вы меняете телевизор на Dolby Vision и хотите очень бюджетно смотреть Dolby Vision, то это Mi Box, он может и с внешнего жесткого диска это все воспроизводить, то это либо Mi Box, либо Xiaomi Mi TV Stick 4K, но из бюджета, если что-то подороже, то там уже, конечно, там Zidu, шилды, там это вообще бескомпромиссно. Здесь вы должны понимать, что у вас вот есть на текущий момент. Поэтому однозначно в этом батле победил бы Xiaomi Mi Box второй ревизии, это даже не обсуждается. Вы даже не сможете меня переубедить.
И однозначно я бы уже менял бы его при наличии 4К телевизора. Вот таким вот образом. Если меньше 4К не стоит менять. И плюс, если у вас есть Dolby Vision, то однозначно старый Mi Box для этих целей не подойдет. Поэтому вот такой вот видосик. Я, конечно же, вот прям сейчас топлю за этот Mi Box. За этот Mi Box, потому что он реально крутой, ребят. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.